Привет, друзья! С вами снова канал Небеглый. И мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Прошедшая неделя уже претендовала на то, чтобы быть спокойнее, чем предыдущие. Но ее концовка принесла очередные сюрпризы. Автором этих сюрпризов стал Дональд Трамп. Мало того, что он пригласил на территорию своей страны гражданина Путина, так еще по дороге на эту встречу позвонил гражданину Лукашенко. Но если говорить по правде, пусть хотя бы таким образом у Трампа получится освободить хоть сколько-нибудь белорусских политзаключенных. Потому что от наших так называемых лидеров демсил ждать этого не приходится. Для них освобождение большого количества политзаключенных – страшный сон. Но давайте обо всем по порядку. Прежде чем перейдем к дайджесту, не забудьте подписаться на наш канал. А после просмотра видео поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Делитесь этим видео со своими друзьями. Ваша поддержка очень важна для развития нашего пока небольшого, но честного и независимого канала. Поехали! Трамп продолжает зарабатывать себе на Нобелевскую премию мира. А белорусам, как и многим другим нациям, приходится быть участниками этого процесса. Историческая встреча Трампа и Путина на Аляске закончилась очередными общими фразами о необходимости окончания войны в Украине. А по дороге на эту встречу Дональд успел навести шороху и в белорусском инфопространстве. Из хороших новостей. После звонка Трампа Лукашенко появился шанс на освобождение значительного числа наших политзаключенных. Из плохих репрессии в стране продолжаются. А для потенциального выхода 1300 политзаключенных Трампу фактически пришлось признать легитимность Лукашенко. Вот это и есть основное достижение офиса на американском направлении, и хочется снова задать вопрос помощникам Тихановской, Кучинскому и Лебедько. Вопрос, который мы задавали в мае этого года, после большого турне Тихановской в Америку. Так что все-таки с признанием субъектности и легитимности Тихановской со стороны американского правительства? Или эту страницу тоже хотите перевернуть? Звонок Трампа Лукашенко взбудоражил белорусские демсилы. Все, кому не лень, стали примазываться к потенциальному освобождению политзаключенных. Вечерка снова начал петь песни про консультации по этому поводу с американской стороной. Но выглядело это все настолько убого, что даже стыдно. Очевидно одно. Офис Тихановской и другие околоофисные структуры все меньше и меньше воспринимаются на Западе в качестве структур, которые представляют интересы демократических настроенных белорусов. Похоже, что единственное направление, где пока еще западные партнеры готовы разговаривать с офисом, это донорские гранты. Но тут надо отдавать себе отчет, что со стороны дающих организаций тоже есть свой интерес у конкретных людей к этому процессу. К сожалению, в этой части чиновники повсюду одинаковые. Но радует одно – институт репутации на Западе работает значительно лучше. И есть мнение, что и на этом направлении скоро лавочка прикроется. Ну, а мы, простые белорусы, в силах ускорить этот процесс. Пост Трампа о разговоре с Лукашенко и возможном выпуске 1300 политзаключенных стал неприятным сюрпризом для наших демструктур. О чем честно написала представительница ОПК по социальной политике Ольга Зазулинская. В своем обращении она прямо сказала: если выйдет сразу столько политзаключенных, то мы не сможем им всем оказать помощь. Тут сложно с ней не согласиться. Тем страшнее для офиса и прочих структур, если вдруг всех этих наших ребят и девчат режим решит выпихнуть в эмиграцию. И если за транспорт я не переживаю, один джентльмен, не балабол, обещал хоть 20, хоть 100 автобусов подогнать к границе, то с дальнейшей поддержкой могут быть трудности. Какой выход находят наши лидеры? Правильно, призывают белорусов снова объединяться и поддержать наших ребят. То есть предлагают снова донатить. И тут возникает резонный вопрос. А что же с Международным гуманитарным фондом?
Весь год шли новости. То одна страна вносит деньги в фонд, то другая, то третья. При этом всегда указывается, что деньги на поддержку политзаключенным и репрессированным. А по факту на помощь этим самым политзаключенным и репрессированным снова предлагается сбрасываться белорусам. Что-то не сходится пазл. Или, может, если немного поискать по закромам Байхелпа, Байсола, страны для жизни и их руководителей, то и деньги найдутся, и пазл сойдется. Пока что основные достижения у разного рода демструктур – это скандалы. Ситуация с причинным местом свежака немного утихла, но свято место пусто не бывает. И теперь на сцене сексуальных скандалов новые фигуры. На этот раз представитель так называемых независимых журналистов, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, решил не дожидаться обращения пострадавших на Еврорадио или в нашу Ниву и сам рассказал о своих приключениях в части харассмента. Вот и получается, что сначала член Международного гуманитарного фонда и руководитель одной из основных помогающих организаций показал свое отношение к белорусам. Теперь вот еще и представитель якобы независимой журналистики показал всем, что он думает о репутации. Даже интересно, будет ли продолжение всех этих историй? Или они думают, что отвлекли внимание от финансовых нарушений и все забыли? На этом фоне не так ярко смотрелись локальные скандальчики в белорусской демтусовке. Например, противостояние Елизаветы Прокопчик и представителя Белпол Владимира Жигаря. Последний настолько обиделся на слова молодой вице-спикерки КС, что даже призвал объявить ей вотум недоверия. Или виртуальный спор Кныровича и Вячорка по поводу эффективности работы демсил за 5 лет. И в таких скандалах четко прослеживается линия поведения тех, кто монополизировал под собой все ресурсы, выделяемые Европой и Америкой на демократию в Беларуси. Когда таким деятелям указывают на явные косяки в их работе, на которую они, кстати, получали все эти 5 лет серьезные деньги, они сразу же хотят перейти к встречным обвинениям. При этом пытаются замолчать тот факт, что для них эта деятельность основная, и работают они далеко не бесплатно. Но результата нет. Хотя, может, для них как раз и является результатом то, что диктатора называют уважаемым президентом, лидер США. Или что в Германии спокойно получает немецкое гражданство один из пособников режима, который причастен к политическим репрессиям. Или что белорусы разъединены как никогда раньше. Тут уже впору спросить, а на чьи интересы вы реально работаете? Кстати, насчет того, кто на кого работает и кто кого финансирует. Попался на неделе на глаза пост белорусского блогера Николая Масловского, в котором он с налетом секретности рассказывает, что у него есть информация о том, кто финансирует канал «Небеглый». Ему, конечно, некоторые пользователи указали, что он, мягко говоря, не прав. Ну, или будем называть вещи реальными именами. Он просто нагло врет. Ответить под постом господину Масловскому нет возможности. Он и подобные ему почему-то блокируют тех, кто имеет другое мнение. Поэтому я решил покаяться и рассказать вам всю правду о том, кто же все-таки финансирует канал «Небеглый». Держите видео от нашего спонсора. Серега, не пыли много! А теперь мой ответ господину Масловскому, господину Лебедько и господину Латушко, которые утверждают, что канал «Небеглый» спонсируется из каких-то источников. Вот этот источник, за который спонсируется канал «Небеглый». Я желаю вам всем пройти через все это. Да, господин Масловский, все банально и просто. Я работаю руками. Руки грязные, в пыли, зато совесть чистая. Таким, как вы, этого не понять. Что, оказывается, можно говорить правду о том,
что видишь, и при этом ни под кого не ложиться. Может, и вы когда-нибудь к этому придете. Для этого, кстати, достаточно лишь одного желания и чистая совесть. Вообще, глядя на происходящее в белорусских демсилах, создается впечатление, что персонажи, которые выпали на волне 2020 и неплохо на этом заработали, начинают потихоньку сворачивать деятельность. Видимо, понимают, что пятилетка закончилась, результатов нет. Все чаще возникают скандалы, в том числе финансовые. Выходят политзаключенные, которые задают все больше вопросов, на которые нет ответов. Кто-то еще раньше покинул тонущий офисный корабль. Как, например, та самая Маша Мороз, которая помогала Тихановской покинуть Беларусь под присмотром спецслужб. И вот уже мы видим репортаж с другого корабля, более презентабельного. Вот и господин Азаров решил официально объявить о закрытии проекта «План Пирамонда», который фактически уже давно мертв. Видимо, в глазах создателей этого плана его цели достигнуты, поэтому можно и закрывать. Вот только непонятно, что же было целью плана? Еще большее количество политзаключенных? Тогда его создателей можно поздравить с перевыполнением плана. Бегство с этого корабля будет продолжаться, потому что никто не хочет отвечать за содеянное. А отвечать в любом случае кому-то придется. За сломанные судьбы и жизни, за разбитые надежды, за танцы на костях. Ну, а мы с вами, белорусы, должны проследить, чтобы все пособники режима понесли ответственность. На сегодня это все, о чем мы хотели рассказать. Поделитесь этим видео со своими друзьями, пишите свои комментарии и ставьте лайки. С нами был канал Небеглый. Скоро увидимся.